Доброе утро, мои хорошие Терри вам всем из Лондона. А у нас сегодня последний день, мы будем покупать сувенирчики, все это, что-то вкусненькое, подарки и так далее. И сегодня улетаем и встретимся с вами теперь в Таллине. Ну а в Таллине видео будут про Лондон продолжаться, потому что было просто нереально. А показать все здесь, материала много, и все не успеть. Так что до встречи в Таллине. Так, все, машина пришла. Вечно чемоданов и чемоданчиков. Не знаю, у нас зверский перевес. Что сейчас будет на досмотрах, я не представляю. Перевес по всему у нас. По ручной клади. Подарков хочется увезти много. Ой, господи. Ой, Лондон, goodbye. Я здесь чужой. Не представляете, мы не влезли с чемоданами в тот Мерседес. Водитель сказал, что туда не возьмет, что не бесполезно. И сейчас время уже очень мало осталось до самолета, что-то я нервничаю. Пришлось вызвать другой, и тогда сюда все влезло в багажник. Блин, кошмар. Мерседес не залезла. Не залезла, да. Кофе будем пить. Покупаем кофе. У нас булочки есть в аэропорту или где-то мы купили. Кофеек. Кристина во что-то играет, не хочет. О, со сливочками и с сахаром. О, это мне. Мне отдельно. Возьми воды. Чуть одно? Окей. Ага, вот теперь сама ее и держи. Не знаю куда. Вот сейчас узнаем с вами, сколько это все стоит, потому что мы не знали. 11 фунтов? Евро. 11 евро, 2 кофе и вода. Пирожок наш. По 4. По 4 евро, наверное. По 4 евро. Ага. По 4 это будет. 8. И тогда получается Мы дома. Ура! Вылетели. А у этого все, сколько кто у мужа все 2 летели. часа 26 минут. Ровно. Мы дома. Очень легко прошел полет, мы очень хорошо пили, Поспали. кушали и спали. Поели, поспали. Поели, поспали и смотрели в окошко. Короче, теперь будем отдыхать. Да, теперь мы будем отдыхать от отдыха. Нам надо теперь очень сильно восстанавливаться. Отдохнуть. Мы так устали. Мы вот такие. Ну что, мы дома. Здесь тихо. Людей никого. Home sweet home. Так, а куда нам идти-то? А, вон Валябас. Как мы устали. Похоже это. Почему так с отпуска вот так? Теперь надо очень долго отдыхать от отпуска. Да, Кристина? Все, машина пришла. Кстати, девушка, шофер приятный очень. Едем домой, нам здесь рядышком. А цена, кстати, 11 с чем-то. Мы дома, привет. Это что это такое, Сандра? Это у нас с детства, с моего еще пошла вот такая традиция. Ура, приехали, welcome home.
Спасибо, Сандра. Боже, сколько шмутья. Ой, здравствуй, здравствуй, чудо. А что ты урчишь? Уже урчит. Да. Ну что? Соскучился. Все, мы дома, дома. Ура! С гостинцами, да, да. Как это мяу? Как это мяу? Привет, урчала. Ай, привет, как же ты тут? Ай, да тебе не было плохо, да я знаю, знаю уж. Ай, соскучился по нам, да. Ай. Ур, ур, ур. Привет, сладкий. Приехали сразу за продуктами. Горохового супа набрали, булочек, чиабатты, молока, хлеба, мука, сахара у нас не было ни грамма, вермишель и такая скорая еда, там пюре, соус из говядины, из этого индюка, яйца, и такое все. В общем, ничего особенного. Спасибо. Это называется «С корабля на бал». Присыночка, иди ко мне. Это называется «С корабля на бал». Мы уже в Эстонии. Мы прилетим. Все хорошо, да? И мы уже в театре Эстонии идем, спешим на балет Капелле. Что тут такое? Что тут такое? Ждем гардероб, сейчас откроют и пойдем в буфет. Нам надо с прилета охладиться. Столько, конечно, впечатлений, голова кругом, самолеты, то все. Аэропорты, самолеты. В самолете мы пили кофе, сейчас мы должны выпить будем шампанского. Кофе, кстати, был очень хороший, интересный. В самолете там была как бы крышечка-фильтр, и через него пьешь настоящий заварной кофе, а он вот этот вот нерастворимый, а настоящий заварной. Ну что, а мы с вами в буфет. А вот это уже другой театр. Вот видно, что немножко по-другому, все более так скромно. Да? Ох, мы первые. Когда вот такие перелеты и всякое, когда спешишь, тогда наоборот не опоздаешь, а будешь первый. Ну что у нас тут? Шампанское 9 евро. Здесь все дешевле. Здесь уже не в фунтах. Пирожные, соленая рыбка. Эти самые конфетки. Все красиво. Что будем? Так, берем, хочу конфетки, хочу шампанского. Вот такие, смотрите, какие красивенькие. Здравствуйте. Подожди. No камера. Мы уселись. Подошла наша зрительница. Камеру не захотела, как обычно. Вы никто, девочки, мальчики, не хотите сниматься. Очаровательная, обворожительная Елена, красивая. Тоже прибежала в театр, она большой театрал и очень приятная, молоденькая, хорошенькая. А мы будем шампанское пить. С приездом. Так, а у тебя что, вино? А ну-ка, тебя народ не видел, скажи всем привет. С приездом за балет, в общем, как говорит Еленочка, добро пожаловать домой. Вот эти конфеты я вам показывала, тоже очень вкусные. Голова кругом. Пока ехала в такси, почитала ваши комментарии. Значит, что хочу... Придется сейчас с вами поговорить, потому что потом некогда. Что хочу сказать, ответить вот на эти комментарии. Всплески. Видео вызвало какой резонанс. Значит, давайте сразу... Я про театр оперы и балета Ковент-Гарден в Лондоне. Значит, по поводу того,
Что вы пишете? Значит, получается так, давайте сразу быстренько пробежимся по верхушкам, не хочу тратить на это весь вечер. Осуждают те, кто конкретно не приемлет меня как человека просто, не нравлюсь. Я же не червонец, да, чтобы нравиться всем. И вот хейтеры повылезали, и найдя вот этот повод, просто сейчас посчитаться со мной, вот это явно видно, да, то есть здесь мне это не интересно читать, потому что, это не объективно. А объективно было то, что я зашла в пустой зал, я же везде первая. Мы сейчас все первые зашли в пустой зал, там никого не было. Я спрашивала у работников, можно ли мне поснимать зал, и они мне объясняли, что зал можно снимать до, после и во время последнего поклона. Это все можно. По поводу хейтеров, которые вы пишете, что я навизжала на весь зал. Что же это такое? Вы там со мной были, что ли? Что знаете, где я чего визжала? И, кстати, по-моему, это пишет Таллинка, да, ник называется «Сегодня ваш звездный час». Значит, дорогая моя, насколько я помню, вы не так давно или уже довольно давно хлопнули дверью и сказали, что вы не будете смотреть ни одного видео, с канала уходите, здесь все ужасно. Почему я опять читаю вас? Причем, когда такая побольнее или погрязнее тема, вы сразу здесь. Что вы здесь опять делаете? Я не понимаю. Вы же ушли. И остальные все, вот это тоже касается тех, кто там все хлопал дверьми, уходил, и они опять почему-то здесь. Это сейчас абсолютно личные счеты со мной, потому что я вам не нравлюсь. Пошли вон. Если я вам не нравлюсь, пошли вон с этого канала. Для остальных, которым было, значит, непонятно, что там произошло. Зал был пустой. Я зашла в этот зал, я снимала без палки. Иннокентий, я не бегаю с палками по театрам. Зашла, спокойно снимала. Причем, когда она кричала это, у меня были вообще фото, а не видео, потому что если бы это попало в видео, я бы это выставила. А это было фото. И я в это время говорила, даже когда я выключаю камеру, я все равно говорю, как красиво и так далее, там и все. Вот. И она, как вы говорите, сделала там замечание, правильно, неправильно. Нет, зал был пуст. Снимать я могла. Она прошла и рявкнула на меня. Я тоже понимаю очень хорошо интонации и так далее, язык я знаю, поэтому не надо мне говорить, что она сделала какое-то замечание, и она там не ответила вежливо, то и другое. Потом о том, что я лезу с камерой, потом ее снимаю, там какой-то мужчина отворачивается. Во-первых, она была со всеми этими людьми, и она хамить и орать на меня может в театре, а я хочу, чтобы Эстония знала своих героев, поэтому я хорошо крупным планом ее показываю. У меня тоже есть на это право. Ответила я ей, не визжала, моя дорогая, не визжала. Это я для Таллинки. И ответила ей так, как это надо. Слава богу, не было людей еще в зале совершенно. Да. Никто не кричал, естественно, не буду кричать ни в каком театре, вообще вне театра тоже не буду. И если на тебя лает собака, мы не опускаемся на карачки и не лаем в ответ. Но ответила я ей, да. Вот, на ее языке, чем она была очень удивлена, и поэтому, да, вжалась и очень потом не хотела в камеру попасть. Насчет того, что вас покоробило, что я сказала фразу, что я не из какой-то там Москвы, русская и так далее. Вы меня неправильно поняли. Я хотела сказать вам о том, что если бы я была с Москвы русская, а она вот так бы рявкнула, чем она и занимается постоянно, я бы даже не поняла. Я вот о чем хотела вам сказать. Наверняка она проходит и на русские речи, что она на меня на единственное, что ли, среагировала, она наверняка также рявкает и на других. Просто если вы действительно русский человек там, из Москвы, из Саратова или еще откуда-то, вы просто не поймете, как вас обложат, понимаете? Да вот это меня возмутило тоже, что она вот ходит так, и вдруг она попала на то, что ее поняли, ей ответили. А вот другим, там вот девчонки какие-то говорили на русском, вы тоже там писали на какой-то минуте, девочки сидят, она ей может пойти рявкнуть, они ничего не поймут и будут улыбаться сидеть, понимаете? До чего хамство, до чего эта ненависть распространилась за пределы страны и везде. Прийти в театр и ругаться на эстонском, послушайте. В общем, так, это вот так коротенечко о том, что было. Потому что как-то я... сейчас вы многие просто личные счеты вот это с хейтерами. Это неинтересно, это пропускаем. А для остальных, я надеюсь, поняла. Да, в церкви я тогда не ответила, потому что место такое. Но второй раз я терпеть такое не буду. Здесь я уже ответила, благо зал был пустой.
Вот так вот. Так что все, на этом мы закончим. У нас, конечно, будут с вами стримы, мы сможем с вами подискутировать, поспорить. Я могу выслушать все ваши мнения в стриме. Это у нас еще время будет. И все видео о Лондоне будут выходить постепенно, потому что море материала. Вы сами понимаете, что все я вам показала только театр и все как-то. Да, там уже было еще море всего. И давайте устроим стрим тогда, когда я выпущу все о Лондоне, ну, может быть, недельку-две, да, и тогда, чтобы вы все посмотрели, у вас, может быть, назреют какие-то вопросы или еще что-то по поводу того, что вы увидите в будущих роликах, и тогда мы обо всем с вами поговорим. Хорошо? Вот. А сейчас спасибо всем за позитивные комментарии, за ваши теплые слова, за слова поддержки, потому что вот в данном случае это было откровенное хамство, и никому орать на себя я не позволю. Ни в каком театре, ни в лондонском, ни на каком языке. Вот. Так что давайте за мир, за дружбу и без всякого национализма. Скоро пойдем на наши места. Пофотографировались со своей зрительницей. Какая приятная, не могу, красавица. Девочка хорошая такая подошла, девочка. Тоже говорит, я вас смотрю, очаровашка. Платье такое у нее красивое было. Да, первый балкон, первый ряд. Что-то мы сегодня приспозднились с шампанским. Да. Здесь? Да. Кристина, как тебе здесь это место нравится? Или на моем лучше? На всяких лучше. С платочек доставай. Театры мелькают перед нами, как калейдоскопы. А здесь люстра есть. Да, этот кажется маленький такой. Миниатюрный. Да, а вот скорее, вот как этот был второй, Пикадилли, вот такого размера, да? На Пикадилли, наверное, побольше, потому что там тоже больше. Немножко расположение другое. Да, но у нас, я хочу сказать, публика одета лучше, мне так кажется. Ой, второй балкон сегодня занят. И все, это гастроли. Литва, да? Да. Гастроли Литовского театра. Мы с большим удовольствием послушаем, посмотрим. Не могу я жить без настройки этого оркестра. Все. Мы опять, я не знаю, как так получается, что мы опять тут. У нас антракт, мои хорошие, музыка красивая. Я этот балет не видела никогда раньше, поэтому ничего сказать не могу в сравнении. Но, честно, сейчас сидела и просто погуглила, так ли это должно быть. Google выдает мне не так. Там красивые костюмы, там классический вот такой вот балет. Давайте коротко. Значит, Капелли — это такая история об обмане, о любви. Парень влюбился в девушку, у него была невеста, да? И он влюбился в девушку, а девушка оказалась куклой, созданной великим мастером. И невеста его разубеждала и доказывала ему, что это только кукла, и как бы вот этот обман рассеяла, и все кончилось хорошо. Ну так, причем на уровне стакана. Вот. И я не поняла, что с костюмами. Я почему-то где-то в подсознании знаю, что должно быть не так. Здесь в пиджаках, в каких-то штанах, в платьях, может быть, конечно, второй акт совершенно иной. Вот я не досмотрела, может, уже критикую зря, но я не поняла. У меня впечатление, что здесь все современно опять. Во всяком случае, костюмы точно. Все время смеются, ну это как по сценарию, да, громко во время балета, так вот, ну это должно быть как бы у них тут. Я почему-то представляла себе, что кукла — это совсем по-другому. Здесь все современно как-то опять. Кто-нибудь смотрел из вас Капелли? Расскажите. Я, главное, не могу сфотографировать и показать, да, снимать-то нельзя. В общем, у нас антракты.
Это гастроли литовский балет. У нас второй антракт. Ничего не изменилось. В общем, очень хорошая хореография. Это вот, а костюмы все так осовременено, да, в общем. Все я теперь поняла. Осовременено. Ну, да. Ой, Господи. Сейчас вот в антракте ходим, смотрим, здесь реклама, не реклама, как вот Жизель. Я смотрю, и Жизель, не Жизель. Слава богу, что мы ее поменяли, потому что она тоже не та. Вот я сейчас смотрю, и это совершенно не то. Они тоже в каком-то полицейском костюме, что-то. Это не Жизель вообще. Спектакль кончился. Вы слышали, как зал приветствовал, стоял и аплодировал. И они сами себе там еще на сцене аплодируют.
Зал очень понравилось, я хочу сказать. Я, наверное, что-то перестала понимать или состарилась. Но, в общем, я перестала понимать эти современные балеты. И не современные, это обработка. По музыке четко слышишь вот эту знакомую мелодию, потом она вдруг слышно, что обработка. То есть это в современном виде вот такое видение. Как это? Я художник, я так вижу. Я старомодна, значит. Мне это не нравится. Вот как хотите. Мне надо классический. Я шла не на такой балет. И не на такую музыку. Но, видите, людям нравится, зал встречает, я не знаю. Значит, они насмотрелись оригинала и хотят уже чего-то современного. Я вот еще оригинала бы хотела бы смотреть бы, но не дано. Так что все, сейчас мы по традиции идем куда-нибудь в кафе, мы, наверное, в Опиано пойдем, поужинаем, и у нас сегодня такой день сумбурный. Все, нет, ну сейчас пойдем в Опиано, хоть прощаюсь. Мне нельзя прощаться. Поскольку у нас Солярис напротив, и там в Опиано, мы пойдем там посидим здесь рядом. Никуда не хочется. Мы же без машины. Мы теперь берем такси, чтобы можно было шампанское пить всем, а не только мне. Вон сюда. Муж, наверное, будет сейчас ризотто, а тут, в принципе, неплохое. Это паста мне нравится. Десерт, ну, тоже здесь как бы одно и то же, но десерта два, по-моему, у них с клубникой еще что-то. Аппаратов делаешь сам заказ. Вот такой вот. И потом вам это пультик дадут. На русском уже нету, да. И мне, наверное, тоже, может быть, его уже. А мне что? Кофе есть? Подожди, конечно, есть, наверное. Или нет? Вода вся. Да. Ну вот, набрали 57 евро. С паста, десерт, сок, и вон тут здесь все написано. 57 евро. И теперь будет вам что-то где-то пипикать, по-моему. Или номер засветить, не помню. Короче, да. СМС-ка вам придет на телефон, что ваше блюдо готово. А мы пойдем места занимать. Мне чем нравится, как все занято. Здесь театр Эстония вот напротив, и мне нравится вот здесь еще эти травки орегано и не помню, что еще. Вот это вот пахнут хорошо. Базилик или что здесь, это можно крошить себе в тарелку. Так, мы заказали здесь с курицей сегодня, с морепродуктами, что-то мы перестали заказывать. Стаканчики здесь, это такой для водки хорошо. В общем, я персиковый с ванильной, у Кристины, ты открой, кстати, да, тут же такая. Кристина апельсиновый, у мужа сейчас покажу какие-то другие у него макароны, а так тоже с курицей взяла. Такие вот широкие. И десерты панакотта, и Кристина захотела какой-то. Здесь появились разные десерты, так что мы здесь. Вот можно здесь вот эту вот травку пощипать, как козе, вот сюда побросать. Ну и вид вот на театр Эстонии. Здесь вкусно, но я бы сказала, как-то, что-то я не знаю, капризы одни. Стало как-то хуже кухня. Слишком альденте, как-то суховато. Мы всегда брали с морепродуктами. Я не знаю, я люблю спагетти брать. И что-то как-то мне не очень. Жестко, сухо. Раньше здесь как-то это где-то в соусе все плавало, да? Или что это был? Соус был на дне, а сейчас как-то нету. Что-то как-то я не поняла. Сухие макароны. Соуса ноль как-то. Здесь можно оливковым маслом полить, но... Ой. Ну, в общем, я с вами прощаюсь теперь. Больше мне вам сказать нечего. Завтра придумаем с вами еще что-нибудь. Хочу в магазинчик в один съездить в Таллине здесь. Как раз весна, лето, обновочки посмотрим с вами. Ездим. Посмотреть, открыто или нет, но об этом во всем завтра. Пока. Пока.